Ваш дом – это крепость или руины? Наша дверь побита, и мне не нравится. Ой, задолбало все. Честное слово, задолбало все. Финансовые вопросы тяжелые. Я основала этот проект ради детей с тяжелой судьбой. Нас могут забрать с Лизой и определить по разным детдомам, и мы... Она уже ко мне давно не ходила. Да, она нас бросила. Моя цель – уменьшить их душевную боль, дать детям шанс на лучшее будущее, восстановить их дом из руин и создать в нем достойные условия. Потому что каждый ребенок имеет право на комфорт. Как только Виктория решила запустить социальный проект, остро стал вопрос выбора семей. Но история этих детей довела до слез абсолютно всю нашу команду. Она уже ко мне давно не ходила. Она – это мама, которая из самого близкого человека превратилась в абсолютно чужую женщину. Я бы хотел, чтобы быстрее мне стало 18 лет, чтобы оформить над Лизой опекунство. Максим так стремится быть защитником семьи, что занялся спортом и мечтает о больших победах. Я считаю себя опорой в семье, защитником с лет 13. Мне нравятся платья розовые. Люблю детскую косметику. Она у меня нету. Я сам просил у мамы, чтобы у меня была сестра, и самый первый увидел я сестру, когда маленьким был. Все, я возле нее сидел. Оце моя дочка. Вона дуже щаслива була, коли народився Максим. Операція на яєчнику, кісту удалили. І вона дуже переживала, що у неї не буде дітей. Дуже переживала. І коли вона вийшла заміж, то вона все время у мене питала: мама, у мене діти будуть, мама, у мене діти будуть. І ніколи я не думала, що вона їх кине. А тепер, крім фотографій, від мами вже у них нічого не залишилось. Ні маминої любові, ні маминої ласки. Я просил у нее остаться, но она не хотела. Подходил, говорил: не бросай нас, останься с нами. Она говорила: нет, я хочу с ним жить. Вы на старости лет моих типа меня бросите, а я с кем буду жить. Но я ей говорил, что еще до ее старости лет долго, а она говорит: ну и что, я его бросать не буду. Просто не розумію, як раді якогось мужчини можна кинути рідних дітей. Лиза переживала, плакала, не разговаривала, к бабушке подходила, спрашивала: ты меня не бросишь? Бабушка, а де мама, а де мама? Чого мама не приходить? Ну, кажу, ну мама, все, мама пішла жити до дяді. А ви поки що поживете зі мною. Валентина поделилась еще одной бедой. У внучки есть диагноз – дизартрия. Это поражение нервной системы и нарушение речи. Коли дочка ходила вагітна, до дитини погано поступав кисень. І в зв'язку з тим у неї заблокувався кусочок мозга, який відповідає за мову, за речі. Из-за этого у девочки проблема с обучением и запоминанием, и ее хотят перевести в спецшколу. Валентина начала оформлять над внуками опеку, но женщина даже представить не могла, с какой новой неподъемной для себя проблемой сразу же столкнется. Опікунська рада дивиться на умови життя дітей. Вони приходили, звісно, вони були не в захваті, що у мене все розвалюється, мебель, там шкаф розвалений стоїть. Максим спить на креслі, що у мене нема ремонту, що у мене немає великого стола, щоб вони удвох могли вчити уроки. Ремонт – это не только красивый дизайн.
Согласно законодательству, опекунский совет может отобрать детей, если они живут в плохих условиях. То вони написали, що недобрі, негарні умови життя. Зараз я дуже переживаю, щоб не забрали у мене дітей. Как только Виктория узнала, в каком положении оказалась эта семья, она сразу же начала собираться в дорогу. Всю ночь я не спала, переживала все-таки как-то очень ответственно. Все, что я знаю, дети любят сладкое и очень редко видят фрукты. Самое главное, что мы везем им не только фрукты, а еще кое-что. С Богом. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Так, давайте знакомиться без слез, да? Привет. Тебя как зовут? Лиза, я знаю. Ты знаешь, я еще знаю, что очень любишь фрукты и сладкое, это правда? И розовый цвет. Будешь Да, что-то? Максим, ты же главный мужчина, да, в семье? Ну Корзина очень тяжелая, еле дотянула. Забирай. Еще такая есть коробочка тоже. Ты удержишь? Що сказати? Я Вика. Она потом... Я Валя, мне очень приятно. Мы Взаимно. ждали. Мы заочно знакомы так. Маля, давайте. Максим, Здравствуйте. мне очень приятно с тобой познакомиться. Я тоже про тебя много слышала хорошего. Будешь показывать Поддержу. мне, как вы живете? Вот мы так живем. Бедно, небогато, без ремонта. Показывайте. Да, вот такие у нас вот полы. Вот здесь. И вот здесь вот у нас вот такое вот. Вот это вот А было. как это такое у вот вас было происходило, 40 оно? лет. Это происходило, потому что, наверное, тут неровный пол. Его не равняли. То есть он просто сам по себе отваливался? Да, он просто сам по себе Ой, а что это у вас отваливался. вообще? Кабеля Это прямо- телевизор, это прямо все. по Вот этому? это вот, да, прямо Так по это же этому. опасно. Это у вас шкаф, да, входной? Нет, это у нас была кладовка здесь. Там всякие старые вещи, которые не нужны там. Но она холодная. Холодная, здесь, да, она да, она холодная. Здесь холодная. прямо только холодным сифонит. И грибок здесь есть у вас. А вы сами здесь когда-то ремонт делали? Да, в Своими кладовке руками, еще делал наверное. папа. Когда был живой папа, еще в кладовке делал. Ага, даже так. Прорвала труба с горячей водой, и вот мы меняли там часть трубы. Частично коммуникация, Да. частично коммуникация у вас так до сих пор сгнившая. А это что у вас? Это обои старые, которые мы... Которые жалко выкинуть? Да, это мама моя еще там Но собирала. они же вам их. не пригодятся. Конечно, А чего же нет. вы их не выкинете? Не знаю, как-то так. Жалко, да? Жалко, все, да. все собирается. Мгм. Это ванная. А потолки у вас текли, это вас топили? Это нас топили летом, топили нас, топили очень страшно. Ого. Потому что грибка здесь. Сколько же вашим дверям? 40 лет, как мы Я вот получили смотрю, что у них квартиру. петли сгнившие и все. А как это вы так пользуетесь? Это недавно отлетело? Да, уже года 2. Да. Это ваш шкаф на всю Да, семью? на нас троих этот шкаф, который ничего не влазит. Тоже есть вещи, которые надо выбросить, а их жалко. А вы понимаете, что мы выбросим? Ну, значит, я начну новую жизнь, если Вы согласны, выбросите. что мы будем выкидывать? Согласна. Для того, чтобы начать новую жизнь, надо покончить со старым. Хорошо. Идемте на кухню. Я смотрю, что дети любят рисовать на Да, стенах. это у меня Лиза любит рисовать. на Это она стенах. рисует, потому что ей не нравятся стены просто? Наверное. Или она везде Нет. рисует на стенах? Нет, она Только не на везде, кухне? только на кухне. Можно я посмотрю, что вы едите? Можно не смотреть. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Потому що на даний момент там совсем пусто. У мене буває іноді такий період, що у мене навіть на хліб нема грошей. А діти ростуть, вони хочуть фрукти, вони хочуть цукерки, вони хочуть якогось м'яса з'їсти, вони хочуть. І я хочу, щоб мої діти не чувствували, що вони чимось обділені. Скажите, это ваше постоянное такое питание? Нет. Нет, мы просто вчера уже доели. Вы вчера доели, а что вы будете кушать сегодня или завтра? Я не знаю. А когда у вас зарплата? Ну, вообще зарплата у меня должна была быть поэтому 2 дня назад. Мізерна зарплата, у мене зарплата всього 8 тисяч. Дуже на собі економлю, тому що я йшла рано на роботу, не снідала,
з собою на роботу на обід не брала нічого. Я приходила вечеряла тільки вечором, в 10 часов вечора. А це щоб зекономити. Дуже похудла. Я думаю об этом частенько, что если с ней что-то случится, то нас могут забрать с Лизой и определить по разным детдомам, и мы, возможно, больше никогда не увидимся. Я уже утром плакала, потому что мне каждый раз, когда думать, чем кормить детей, для меня это очень. Мы что-нибудь придумаем. А кто у вас курит? Я. Надо бросать. Надо, я знаю. Надо. Знаю, Вы же но- главный пример детям. Я знаю. Давайте И Максим- договоримся и с Максим вами. меня просит, А бабушка, давайте с вами бросай. договоримся. Мы меняем вашу жизнь, а вы бросаете курить. Да. На камеры. Ой, это очень тяжело, да я не знаю. Я когда-то курила, я знаю, что такое бросить. Это очень сложно. Давайте договоримся. С момента вашего заезда в новое жилье. Хорошо. Потому что я понимаю, что пока мы будем все это делать, и вас здесь не будет, вы будете Да. сильно нервничать. Тем более, что я курю уже очень много лет. Я уже 12 лет не курю. А я курю уже 40. Пришло время бросить. Свидетели все есть, да, это мы не вырезаем. Давайте смотреть дальше. А почему у вас здесь вот нету потому обоев? Что это такое? Это когда мы меняли окно, у нас же было такие большие окна, тройные. А вы, чтобы дешевле, сделали Нет, меньше? заложили, чтобы было как-то теплее. Но все равно мост холода есть. Ну Тут да, потому что сквозит оно же не оно. доделано, а доделывать уже, конечно, У не вас- за что. Я мечтаю, чтобы у нас был нормальный ремонт, чтобы поменять мебель, поменять пол, поменять обои, поменять потолок. Идемте дальше Мне смотреть. самое главное их поднять на ноги. Потому что я очень боюсь, если они Поднимите, останутся да, сами. поднимите. Всё. Я очень боюсь, чтобы их не забрали. Не заберут. Не заберут. Не заберут. Они не дадут, чтобы их забрали. Потому да? что если меня их заберут, мне просто тогда жить незачем. Потому что это все, что у меня осталось в жизни. Я увидела очень-очень слабую, загнанную в угол женщину. Просто, которая сильная на самом деле для всех. Но она беспомощная. И она тянет то, что я бы, наверное, не потянула. Это одно единственное, да, зеркало? у вас? это одно единственное. Вообще на всю зеркало. квартиру. Да, на всю квартиру. И оно еще и разбитое. Да, насколько. было, когда прикручивали. Это же плохая примета. Вы знаете, разбитые зеркала Знаю. иметь в доме. Оказалось, что дети не единственная большая ответственность на Валиных плечах. В соседней комнате за закрытой дверью лежит ее больная мать. Лет 5 назад у нее умерла 2 младшие сестры в течение 3 месяцев у мамы. После этого мама слегла. Уже лежит 5 лет. Здравствуйте. Пришли Мы вас не поздороваться. разбудили. Хотели узнать, не против ли вы будете, если мы у вас ремонт затеем. Ничего. Буду терпеть. Боюсь. Прабабушке Марии 83 года. Она только плачет. Давайте, всё время да, сейчас. мы, наверное, пойдем, так будет правильно. Пойдем. Я на самом деле ожидала состояние намного хуже. А как правило, после 2 инсультов люди вообще не могут разговаривать. Она останется в этой квартире, мы в ее комнату не будем заходить, потому что, к сожалению, ее нельзя транспортировать, перевозить, тем более это опасно и не хотелось бы, не дай бог, усугубить ситуацию. Мы пообещали больше ее не тревожить. После визитов она нервничает и хуже себя чувствует. А также извинились за неудобства и шум во время предстоящего ремонта и сделали все возможное, чтобы в течение ремонтных работ Мария Юрьевна была максимально ограждена от пыли и получила должный уход и питание. Но ради счастья правнуков женщина была готова на все. А что это за у вас куски плинтусов? Это куски дверей, которые побиты у меня в комнате. И вот как она побила их в прошлом году, дочка. А дочка побила. Она мне просто, когда меня не было дома, она мне просто пришла, выломала двери, потому что двери закрывались на замок, для того, чтобы забрать вещи. То есть она в абсолютно осознанном возрасте. Да, 38 лет. То есть вот это она и стену прямо, да, ломала? Выбивала стекла, видно топором замок. Топором, она с топором эти двери ломала? Видно, да, потому что замок.
Ничего, ты хочешь новую дверь? Можно мы возьмем и выкинем ту дверь, которую мама поломала? Наверное, я могу понять, что это может сделать 16-летняя. Либо после родов может случиться у любой женщины какой-то послеродовый стресс, психоз. То есть я, наверное, больше готова понять, почему бросают прямо в роддоме, да, потому что всегда это можно списать на то, что произошли какие-то проблемы с психикой, либо в тот момент какие-то жизненные обстоятельства, и женщине кажется, что все, я ничего не могу с этим сделать. Но как вырастить их до определенного возраста, быть при уме, взрослой, абсолютно адекватной, как говорит ее мама. Я все время пыталась понять, как. А это тоже произошло тогда же, когда и дверь ломалась? Или Нет. что это такое? Нет. вообще? Максим, откуда дырка? Макс, откуда дырка? Расскажи. Да там я с бабушкой поругался и нечаянно ударил. Ну не нечаянно ударил и сделал дырку. Через ту ситуацію, що мама їх кинула, їм, звісно, обом треба психолога. Бо Ліза стала більше зажата. Максим зовсім другий став теж хлопець. Більше якийсь агресивний. А в школі трохи проблеми, зараз проблема з Максимом. Ну, звісно, цей хлопчик винен сам. Він його образив, він йому погрожував ножом. І Максим просто розвернувся, вдарив його і зламав йому нос. І зараз нас чекає суд. Очень гордый и при этом обидчивый, а еще не верит людям. И я пару раз ловила взгляд такой вот не высокомерный, не злой, а вот такой, да ладно, ну рассказывай здесь. Он хочет сказки, но он уже в нее не верит. Это наша комната, там, где мы живем втроем. И здесь все у вас, и учеба, и одежда, и сон, и целый день, то есть все здесь. Да, Сколько обоим лет? обоим мало. Обоим мы начинали, им 3 года. Мы начинали их вдвоем с дочкой делать, когда она еще жила с нами. Я так понимаю, что этому линолеуму точно 40, да? лет? Да, Да. да. И ничего тут вообще ни разу не менялось? Нет. Ой, задолбало все. Чесне слово, задолбало все. Оці грязні стіни, оці подрані двері, оця мебель, яка розвалюється. Як подивишся на це все розвалене і розбите, на ці стіни, на ці двері, на це все, то не хочеться нічого. На одном из дипломов Виктория заметила дату рождения Лизы, и это оказалось сюрпризом. У нас с тобой в один день рождения, ты представляешь? Только ты в 12-м году родилась, а я в 82-м. Ты ровно через 30 лет после меня в тот же день родилась. Ты знаешь, что не просто так. Представляешь? И мы с тобой встретились. Привет! У меня день рождения с тобой в один день. Она очень добрая, очень наивная, но не просто закрытая, она как загнанный волчонок. Она не знает, куда бежать, как бежать, что сказать, что сделать. Единственная ее реакция, такая вот стабильная, которую я просматривала, как только бабушка начинала плакать, она появлялась из любого конца квартиры, прямо как будто бы, хотя это не было слышно, вот как будто она интуитивно это чувствует, что бабушке плохо. Все. Она не давала руку, она не давала себя обнять, она ничего не давала, но она кидалась как волчонок к бабушке, чтобы защитить бабушку. Я знаю, что вы еще до конца опекунства не оформили. Нет. Загвоздка в адвокате, потому что адвокат очень дорого стоил. Валя еще не знала, что наши юристы уже взяли шефство над ее процессом оформления опеки. Мне надо было отправить все эти экземпляры в суд. Я знаю, и почему ждать вы не решения отправляете. суда. Поэтому я вам такую принесла чудесную желтую папочку. Тут есть все документы, которые вам нужно отправить во всех необходимых количествах копий. Я надеюсь, что вы в Спасибо понедельник это же большое. сразу же Да, сделаете, это а может так и быть и сделаю. завтра, да? Да, А если еще у меня завтра. есть что-то для Лизы. Мне лаются колонны. Я хочу быть королевой. Я когда была маленькая, как ты, я знаешь, о чем мечтала? Быть королевой красоты. На осуществление мечты Виктории понадобилось целых 30 лет. Чтобы Лиза поверила в себя и свою мечту, Виктория привезла ей напоминание, что каждая девочка может стать королевой. Мечты сбываются, если к ним идти
и хорошо учиться. Когда я буду делать тебе ремонт, придумывать его, да? Чего бы тебе больше всего хотелось? Двухэтажная кровать. Двухэтажную кровать? Серьезно? А ты не боишься? Или Максим будет спать сверху, а ты будешь спать снизу? Как ты себе представляешь? Я сплю. А ты не боишься ночью грохнуться оттуда? Я хочу, чтобы там были пилки. А что, кроме еще двухэтажной кровати, тебе бы хотелось? Доску для рисования. Конечно, комната маленькая, куда сюда двухэтажную кровать запихнуть? Но мы будем что-нибудь думать. А если мы будем делать здесь ремонт, что бы тебе больше всего хотелось бы изменить? Двухэтажная кровать. Новая мебель, да. А что ты подсказываешь, хитруля? Я тебя когда спрашивала, ты рассказывала то, что ты хочешь. Что бы вот тебе лично? Ты думал о том, вот что бы тебе хотелось? Новый компьютерный стол и стол? шкаф, чтобы новый был туда, куда больше бы вещей поместилось. Розовые двери. Это будет в гостях у куклы Барби? Я боюсь, что если мы сделаем розовые двери, Максиму может не понравиться. Надо же делать такое, чтобы всем нравилось. Вы готовы начать новую жизнь? Забыть про боли? Да, я готова ради детей и ради их этого хорошего будущего начать хорошую новую жизнь. Новую, с нуля. Тогда давайте все с чистого листа. От чего вы больше всего бы хотели избавиться? Больше всего я хочу избавиться от вещей, которые очень-очень долго ждали свою хозяйку вместе с детьми. От вещей вашей дочери? Да, которые не нужны. Я думаю, что она не выбрасывала вещи дочери, чтобы не нанести травму детям. Что хоть и дети уже смирились, ну как, все равно они где-то в душе не смирились, что мама исчезла навсегда. Она не хотела им, наверное, показывать, что вот окончательно с той жизнью порвано. И вот какие-то вещи, они внушали надежду на то, что мама рано или поздно вернется. Тебе не нравятся эти обои? Хочешь их ободрать? Давай обделим вместе. Раз, два, три. Отрывай. Двумя руками отрывай. Давай, тебе помогать? Давай, будем их отрывать. Да, отрывай. Ты хочешь новые обои? Или мы, может быть, тебе нарисуем что-то красивое на стенах? Ты же любишь рисовать на стенах? Как они сказали, мы эти обои вот вместе клеили с мамой. Они каждый день живут и помнят, как они клеили обои с мамой, которая топором разломала дверь, забрала не свои вещи, своровала, можно сказать. То есть мало того, что она бросила детей, она еще их обобрала. И вот они в этом живут. То есть они живут не в плохом ремонте, они живут в боли. И надо это понимать. Расставаться со старой жизнью. Очень сложно. Я даже не могу представить, что я зайду в квартиру, у меня все будет по-другому. Не так, как сейчас, и не так, как я привыкла. Все новое, все красивое. Это очень радует. Что мои дети наконец-то уже будут жить в комфортных условиях, не так, как они живут сейчас. Им удобно спать будет на кроватях. У них все будет то, о чем они мечтали. Мы не ожидали такого, что найдутся такие люди, которые нам помогут с нашими проблемами, которые нам устроят комфортные условия жизни. Наши строители уже ждали, когда семья выйдет за порог, и буквально через несколько минут после их отъезда начали демонтаж. Что из этого получится и узнают ли наши герои свой дом? Смотрите дальше. Чтобы грамотно спланировать будущий ремонт и разработать самый уютный и комфортный дизайн интерьера для этих детей, собралась целая команда профессионалов. Все эти люди и их компании не остались равнодушными к истории наших героев и сразу же вызвались им помочь. А в это же время наш адвокат подключился к судебному слушанию Максима.
ведь у бабушки не было возможности оплатить даже разовую консультацию ради защиты внука. Я приняла одно главное решение – никаких обоев. Это самая большая боль, которая напоминала детям ежедневно про их мать. Что они вместе клеили обои, что они вместе что-то обдирали. У них все было связано с обоями. Поэтому здесь у нас только декоративные штукатурки и покраски. Во-первых, это практично, они реставрируются, они легко моются и будут служить им десятилетиями. Конечно же, цвет, конечно же, легкость, наши парящие потолки, наши светящиеся ниши, которые подчеркивают сумасшедшую фактуру нашей штукатурки. Мы поменяли полностью всю электрику, всю проводку, всю электрофурнитуру, щитки, автоматы. У них все новенькое. Кроме плохого жилья, у всех семей есть сложности, о которых они часто стыдятся рассказывать. После того, как мама ушла из семьи, у Максима начались проблемы со сном и с агрессией, а бабушка очень переживала, чтобы это не переросло в тяжелую депрессию. Виктория сразу же отправила Макса на обследование. Нормально. Нормально. У всех подростков поголовно, у мальчиков, у девочек, в определенном возрасте, на определенной фазе развития организма, личности, обязательно бывает депрессивное расстройство. Даже если это очень благополучная семья. Если там в попу выцеловывают и пяточки кремом смазывают, все равно бывает депрессивная реакция. И только от качества общения с подростком и их родителей зависит, насколько хорошо и качественно они из этого выйдут. Если внимание ноль, если помощи ноль, то, само собой разумеется, это состояние будет углубляться, и неизвестно, когда, где оно выстрелит и в какую нехорошую сторону. После того, что сотворила их мать, у ребенка были психологические проблемы, все про это знали, понимали, не могли их решить. И когда психолог их полностью исключил, и сейчас невропатолог и эндокринолог эти проблемы решают, я счастлива, что благодаря фонду мы доведем это до конца, и мальчик будет жить полноценной жизнью. Конечно же, всю красоту вы увидите в конце, но я чуть-чуть приоткрою нашу очень красивую плитку под мрамор. Кстати, то, что касается полов, мы думали, что будет все значительно проще, потому что на первый взгляд стяжка показалась нам хорошей. По итогу, когда мы все это начали вскрывать, во-первых, по несколько слоев линолеума, который один там каких-то 50-х годов, 70-х годов, одно на другое, начали это все срывать, закончилось тем, что заменяли полностью стяжку, обогрев, отопление пола у нас тоже в обязательном порядке, и закончили это все таким красивым керамогранитом. Когда это все откроется и здесь станет еще мебель, я думаю, что они зайдут и не поверят, что это их квартира. Я дуже тікаю вдома. Дуже, прямо до сльоз хочу додому. Я вже так скучила. Вже дійшло до того, що мені по ночам сняться кошмари. Ми вже слідчі навіть у календарі дні відмічаємо, коли ми поїдемо додому. Хочу, щоб мене дочекалась мама. За це я переживаю, щоб з нею було все нормально. Може, через це і сняться кошмари, що я за маму переживаю, як вона, що там вона без нас. Когда Валентина подписывала документы, мы обратили внимание на то, что она не видит даже в очках. Оказалось, что ее очки за 100 гривен с раскладки в переходе, а зрение она никогда не проверяла. Виктория решила отправить Валю на полезный шопинг в оптику. Давай подивимося, яку оправу для бабусі. Ми виберемо, да, навірно? Таку, аби вона не темна була. Нова життя має бути світла. Ми почнемо з такої форми. Що ви скажете про ці окуляри? Я не знаю, може трошки менше. Інакша форма. Угу. Трошки зависоко сидять. Ти хочеш, щоб бабуся була яскрава в тебе? Молода, да? Замолода буду дуже. Доць. Підберемо все такі оці лисички. У них. Отак, я думаю. Так, Правда? так, дуже гарно. Це фірмова оправа, якість хороша, тут антиалергенне покриття і достатньо високої якості пластик. Воспользовавшись случаем, съемочная группа решила проверить зрение не только бабушке, но и Лизе. И от результатов у нас был настоящий шок. Для дитини її віку гострота зору дуже низька.
30-40%. Обов'язково потребує корекцій. Проблема со здоровьем могла стать еще одним аргументом против Вали при оформлении опекунства, ведь бабушка не смогла их решить. С таким зрением Лизу могли отправить в специализированный интернат. Чтобы спасти зрение у малышки Лизы, команда проекта отправила ее на обследование в одну из лучших офтальмологических клиник столицы. Мы очень переживали, смогут ли девочке помочь и сохранить ее зрение. Тримай, закривай ліве око. Дивись на табличку. Бачиш табличку? Широко оба ока відкривай. У Лізи є певні проблеми з зором у вигляді так званого змішаного астигматизму. Ми радимо пройти курс апаратного лікування очей і сподіваємось на гарний результат. Проблема со зрением усугубляла диагноз Лизы и плохую обучаемость. Ведь каждому ребенку будет сложно учиться, если он очень плохо видит буквы. Мы надеемся, что после аппаратного лечения зрение Лизы улучшится, и это облегчит девочке жизнь. Пока мы занимались проблемами героев, ремонт уже затягивался. Виктория подгоняла сроки как могла, и все работы шли практически круглосуточно. Мы на финальной стадии, я нахожусь на кухне, вы уже видите, как она преобразилась. А кроме красоты, которую мы здесь делаем, мы здесь полностью заменили все, начиная от полов, заканчивая всеми коммуникациями. Трубы во всей квартире текли, они были сгнившие, отопление то же самое. Мы заменили полностью все, начиная от радиаторов, заканчивая заменой стояков. Поставили новые, современные, качественные материалы для того, чтобы у наших героев была уверенность в том, что в ближайшие 20-30 лет им не грозят никакие протечки или поломки. Это особенно важно еще и потому, что качественный ремонт снимет с плеч бабушки неподъемные затраты на починку труб, кухни и бытовой техники. И это максимально сохранит Валину зарплату для нужд и питания детей. Наша комната в процессе перевоплощения. Я думаю, вы уже прекрасно видите, насколько она стала визуально просторной. Мы это сделали за счет цветовой гаммы, конечно же, зонирования потолков и этого сумасшедшего градиента. Вы подумаете, что это все? Нет, это только основа. Здесь будет дальше интересный сюжет, который, я считаю, очень близок по духу нашим детям и должен прийтись им по вкусу. Очень много внимания мы уделили нашему балкону. Он был, во-первых, безумно холодным, он был весь в грибке, и более 30 лет здесь ничего не делалось, и они, к сожалению, вообще не могли им пользоваться никак, кроме того, чтобы сушить белье, и то только в летнее время. Поэтому в первую очередь мы все-таки начали с функционала и удобства, а не красоты. Наш балкон был полностью утеплен по всему периметру. Кроме того, усилено отопление и сделан обогрев теплого пола электрический. Стеклопакеты, хоть у них были и пластиковые, мы все равно их поменяли, поставили классные теплые стеклопакеты. Наконец-то настал финал ремонта. Теперь счет пошел на часы. Совсем скоро наша семья сможет вернуться в полностью обновленную квартиру. Итак, долгожданный момент. Буквально через полчаса наша семья переступит порог своей новой квартиры. Мне очень трепетно, немножко страшно, потому что я не знаю, какая у них будет реакция. В любом случае, вы видите, что это абсолютно новое жилье, которое никак не напоминает то, что здесь было до этого. Мы хотели, чтобы этот особенный день, начало своей новой жизни, вся семья запомнила навсегда.
и организовали для них то, чего они никогда раньше не могли себе позволить. Я уже не помню, когда я красилась последний раз. Ой, конечно, первый. Визажиста первый раз. Еще во время знакомства Виктория заметила нечто очень странное в их семейном фотоальбоме. Единственного близкого для детей человека, бабушки, которая их растит, не было ни на одной фотографии. Мы решили это исправить. Мне очень сильно понравилось то, что им сделали очень красивый макияж. Также потом мы пошли сделать несколько семейных фотографий. Впервые за 25 лет с тех пор, как Валентина стала вдовой, ей подарили новое платье. А у Лизы впервые появился наряд любимого розового цвета, не из секонд-хенда. Так, Макс, теперь на меня взгляд. Журнальчик ты просто как бы невзначай держишь. Так, ребят, на меня взгляд, на меня взгляд. Вот, хорошо. Но Макс просто Ален Делон. Так, хорошо. У нашей маленькой девочки есть одна большая мечта, поэтому вот такой вот маленький чемоданчик, я надеюсь, принесет ей большое счастье и радость. Здесь огромное количество разной косметики. Я думаю, что она должна обрадоваться этому больше, чем самому ремонту. О, вот так, хорошо. Хорошо. Макс, здесь улыбнись. Подготовка к приезду семьи была в самом разгаре. Последнее приготовление. Сами строили, сами убираем, все сами делаем. Мы не были готовы пустить их домой. Чтобы потянуть время, родилась идея еще одного сюрприза. Впервые в их жизни отправить Валентину с внуками на обед в ресторан. Нарешті я цього дня дочекалася. Я дуже переживаю. Все, що там зробила Вікторія з її великим серцем, я переживаю, щоб сподобалось дітям. Якщо дітям сподобається, то буде гарно і мені тоді. Хочу двухэтажную кровать. Я безумно благодарна людям, которые приняли участие в проекте, которые нам предоставили, например, технику, мебель, отделочные материалы, помогли с работами. Без вас, друзья, я бы не справилась, и большое вам спасибо. Кроме всей красоты кухни, тема, которую я не могла забыть все это время, это то, как я открыла их холодильник, и в нем практически не было еды. И Валя начала плакать из-за того, что ей было очень стыдно, что еды не осталось. Поэтому я не знаю, насколько они будут рады ремонту, но я очень надеюсь, что им недельки на 2-3 должно хватить. Думаю, когда я зайду в квартиру, первое это я растираюсь. Буду смотреть по сторонам, не буду понимать, где я нахожусь. Хотелось как-то сделать спальную зону, чтобы и ему, и ей она нравилась и была разная. Я думаю, все прекрасно знают фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили» из сказки «Маленький принц». И почему-то у меня после общения с этими детьми эта ассоциация произошла в сторону Максима. Он очень сильно ответственен за свою сестру. Поэтому около ее кровати прекрасные цветы и кусочек планеты с маленьким принцем. А у Максима звездное небо и зеленая часть планеты все-таки немножко более по-мужски. Последний сюрприз мы заказывали срочно, прямо на ходу, чтобы у семьи навсегда осталось как можно больше напоминаний о счастливых моментах начала новой жизни. Здравствуйте. Да. Давайте Сколько? быстро. Где они? У нас есть 7 минут, и мы уже на подбуде. У нас есть 7 минут. У нас есть 7 минут для сюрприза. Мы делаем волшебство. Довго нам ще скільки? Ще півгодини точно. Півгодини – це дуже багато. Наша семья, мы, как всегда, с накладками, мы не успели. Но мы очень хотим эту картину, для того, чтобы они зашли и увидели себя. Пришлось их задержать. Их катают на такси по городу. Ну вот так вот, все по-честному, как есть. Как говорится, из-под ножа. Я очень нервничаю. Ладно, все, хватит, не снимайте.
креститься, а я не умею креститься. Здравствуйте. Здравствуй. Заходите. Здравствуйте, Виктор. Подождите, вы же рано плачете. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте разденемся. Давайте выдыхаем. Да, зайка? Ну что, ты ждала? Рада, что домой приехала? Дом твой или нет? Мой. Чуть-чуть не похож, Чуть-чуть не похож? Разве у нас так было? Ой. Нет, у нас даже не так было, правда? Нет? Давай кофточку. Какое у тебя красивое платье. Ну что, осматривайтесь. Ваш дом, Валя? Нет. Смотри. Это кто, Лиза? Это кто? Что ты, зайка? Посмотри. Посмотри. Это когда было? Сегодня? А как мы такое сделали? Волшебство это как-то? Макс, Да. у тебя поменялось лицо, я смотрю. Ну да. Ты не верил, да, что это будет? Мы первый раз с тобой, когда встретились, я помню твое лицо, я видела, что ты не веришь. Ну да, я не верил. Боже, как красиво. Как вот, блин, смотри. Изумительно. А посмотри, что на стенах, потрогай. Больше никаких обоев. Ты же не любишь обои, Лиза? Не любишь, да? Обоев здесь нету. А вы ничего не видите необычного у вас? Необычно потолок. А вот еще что? Подолки нету. А сколько дверей посчитай? Две. А сколько было? 3. А почему? Ну, скорее всего, Лиза, кто первый заходит? Лиза! Лиза, как красиво! Посмотри! Я такого не знала. Там что там? Ну и у нас бойлер. Лиз! У вас теперь целая постирочная комната есть. У Тоже вас не еще один узнала. умывальник появился. Еще умывальник, будешь руки, Шикарно. чтобы не бегать в ванну. Да. После туалета мыть руки, а сразу... И зубы вставать чистить руки. можно в разных санузлах. Да. И А зу- слышите, это- что-то шумит? скорее всего, этот как. Вентилятор. У вас теперь вытяжки есть? Хорошо, не будет грибка, как бы. Не грибка больше не будет. Не будет. Грибок весь вычистили, все обработали. И полотенцесушитель еще один у вас появился. Да. Только Ну, кому я его не включала, мы же ничего сейчас не сушим. Он включается. Нажимаешь Ой. кнопочку, он включается. Не нужно, выключаешь А где его. кнопочка? Вот. Необычное все какое. Лиз, смотри, какая теперь жидкое мыло. Как тебе удобно будет руки мыть, посмотри. Лиза, будешь смотреть дальше? Да, идем. Смотрим наш второй санузел. О, А вы сегодня Ну, очень такого я красивая. не ожидала, я вами честное любуюсь, слово. вы поменялись. Такая ванна, как ты хотела, Лиза, для девочек. круто? Не поцарапанная, не побитая, как у нас А была. там еще умывальник с ящичком. Будешь сегодня ванну принимать? Да? У вас тут, смотрите, большой шкаф. У вас будет тут куча места для одежды. Ага. Бытовой Смотри. шкаф, бытовой появился. Открывай, Лиза, покажи Открывай, бабушке. открывай. Тут гладилка может Ага. стать у вас, стремянка, пылесос и все. Тут такой бытовой шкаф у вас. Угу. Смотри, микроволновка, электрочайник. Смотри, теперь ты не будешь ждать бабушку, пока бабушка придет с работы и будет тебе греть, кушать. Ты сама себе в микроволновку. И Максима ждать не будешь, да, Лиз? Все. Смотрите, места для хранения у вас много. Это ваши Это мои книжечки, кулинарные да, кулинарные. книги, да, Смотрите, антресоли, салат, все, что салат. для длительного хранения у вас есть. Это не маленькая, мне надо на табуреточку, стремяночку покупать. Есть маленькое место для стремяночки. Сбылись мои мечты? Да все. Точно все. Кухня. Это была мечта. Теперь будет хотеться домой идти. И не просто хотеться идти, а бежать домой прямо после работы и бежать. Потому что ты знаешь, у тебя тут все комфортно, у тебя все новое, у тебя все красивое. Мы сейчас сделаем вот так вот. Вот. Залезай. Как в кафе будешь сидеть. За барной Валечка, я вас стойкой. так ждала, я забыла вам цветы подарить, простите. С Ничего. цветами на входе вас должна была встречать, так перенервничала сама. Смотри, тут можно в зависимости от роста регулировать. Так, сейчас мы... А у тебя веса не хватает, ты легенькая, надо, чтобы Макс сел. И ты видишь, там внизу ручка справа, нажимай. Оп.
Как вам место для еды? Классно. Опа! Получше, чем было намного. А вы ничего здесь нового еще не замечаете? Окно переставлено, штора новая. Оно не переставлено, это новое окно. Новое? Это теплый стеклопакет. Я наверное, что оно переставлено, оно было вот туда, вот сюда вот поближе. Вытяжка крутая. Отопление новое у вас, Да. все трубы у вас новые. Вот. Что? Это для стаканов? Это могут быть и соль, перец, масло, все, что необходимо для готовки. Крупу можно там хранить в банках, там, либо в пакетах. Виска, ну даже новые тарелки. Новые. А посуду новую видите? Даже новая тарелка. Смотри, как красиво. Новая газовая плита, смотри. Ну что, хозяйка, кухню вы Я приняли? просто, я в таком этом самом, что я просто, у меня слов не знаю, я не могу найти слова. Лиза, ты будешь учиться готовить на такой кухне? Да. Будешь бабушке помогать? Что тут в холодильнике? Овощи, фрукты, Лизка, все, что ты хочешь. Йогурты. А теперь твой любимый. Торт будем? Конечно, Всё. будем. Предлагаю пойти в комнату поставить. Да? Ого. Лиза, ты же хотела себе двухэтажную кровать. Круто. А балкон, Лиза, смотри, какой красивый. Стол какой сделали. И Wi-Fi роутер поставили. Батареи поменяли. Я помещаюсь. Смотри, как здесь круто. Максим, ты ничего не замечаешь? Замечаю, турники поставили. Лестницу. Доска. Да! Я на Картины лестнице. вон, смотри, поставили. Я видела. И намба. И нам с полочками поставили. У тебя синий, у меня розовый. Да? Да, полотенце. Ну круто. Рисунок, смотри, какой на стене. Вау, класс. Я себя сегодня чувствую счастливым. Хочется побыстрее пойти рассказать друзьям и привести друзей посидеть у меня. Ну, конечно, начну немного хвастаться, что ремонт классный очень сделали. Заходите. Бабушка, смотри, у меня доска есть. Ой. Это твоя доска? Для рисования? И лестница. Кольца. И кольца. Все, Лиза, у нас я наверху. ты наверху. Красота теперь. Я не знаю, насколько надо любить людей, чтобы вот так вот помогать им, собирать людей, собирать этих строителей. Низкие поклоны за земли, за то, что моим детям есть такие комфортные условия. Теперь ты не будешь на бабушку ноги забрасывать, бабушка будет хорошо Смотри, спать. что я еще увидела. Что ты еще Иди на умеешь? балкон. Да подожди, да я тут рассмотрю, я еще ж тут не могу ничего Смотри, рассмотреть, какая не у меня успела. А постельку свою ты видела, какая у тебя вся в Вот такая принцессах она постелька? мягкая, принцесса, Лизка. Ну, просто у меня слов нет, я не могу выразить свое восхищение. У нас заряд. Изумительно, белая, красивая, белоснежная. Все такое. Валечка, скажите, а вы на матрасе ортопедическом когда-нибудь в своей жизни спали? Нет. Теперь будете. С моей больной спиной никогда. Ну, Виктория, понимаешь, даже я могла со своей зарплатой себе позволить хотя бы ортопедический матрас. Но у вас 2 в 1, видите, диван для всей семьи. Угу. Постель можно складывать. Ты видела, сколько здесь ящичков? У вас тоже есть ящички? Ты видишь, что нету ручек? Нажала, открылась. Нажала, закрылась. Вообще-то мы думали, что Максим будет заниматься. Нет, По-моему, вообще-то будет Лиза это заниматься. Лиза будет заниматься. Посмотри, какой телевизор.
А кондиционер? И кондиционер. Понимаешь, я молчу, потому что у меня нет слов высказать свое восхищение всем, понимаешь? Настолько все красиво, настолько все изумительно, что просто нету слов высказать все, что я думаю. Я не ожидала такого. Лизонька, смотри, ты нашла главный сюрприз. Открывай. Ты что? Это капец. Это только у тебя такая будет. Да? Видишь, какая Виктория. Она все вспомнила, запомнила, что ты ей сказала. Это не только Виктория, это целая команда. Вы не представляете, Да? сколько людей сюда вложило своего труда, любви и желания, Видишь? чтобы мечты сбылись. Больше всего мне сегодня понравилась так эта комната. Здесь очень классный ремонт сделали. Лестница, двухэтажная кровать. Да вообще весь ремонт впечатлил. Палечка, вы мне что-то обещали. Да, я помню, что я брошу курить. Вы бросили? Честно? Честно, не совсем. А не совсем это как? Ну, я, конечно, курю намного меньше, чем курю Это вот раньше. насколько? Это 1-2 сигареты в день. У меня раньше уходило 1,5-2 пачки в день. Хорошо, то есть с сегодняшнего дня вы больше не курите? Нет, я пообещала даже детям. Лиза мне сказала сегодня, вчера сказала, бабушка, это последняя. Все, Всё, бабушка, это была последняя? Да. У вас с собой есть сигареты? Нету. Нет. Нету. Учтите, я приеду, я Нету. спрошу у Максима и с Лизой, они мне скажут правду. Значит так, если будете курить, заберем духовку, Нет. вернем старую. Нет. Я пообещала Лизе, так что я должна. Теперь у вас Спасибо. точно начинается новая Спасибо вам. Уже Всё, началась, да, всё, точнее. началась. Спасибо за все. Нету слов для благодарности. Не надо. Спасибо тебе за твое большое сердце. За то, что ты помогаешь таким людям, как мы. Для того, чтобы у детей, у которых нету ни мамы, ни папы, которые их бросили, чтобы они имели такой же комфорт и имели так же. И не считали себя в чем-то ущербным. Спасибо большое тебе. Посмотри, как у нас здорово. Зайчик ты мой сладкий. Оба! Право на комфорт. Не только о ремонте квартир. Это социальный проект, который меняет жизни наших героев. Опекунский совет теперь не сможет упрекнуть бабушку в ненадлежащих условиях для внуков. Наши медицинские партнеры продолжают заботиться о здоровье этих детей. А после помощи опытного адвоката суд ограничился предупреждением Максиму. Не прошло и месяца, как агрессивная энергия мальчика перешла в новое русло. Он реализовал свою мечту и стал победителем. Занял первое место по борьбе в столице. Цю сутичку з явною перемогою здобув Максим Дубов. Спасибо большое проекту, я стал более увереннее в себе, и теперь я чемпион. Все, мы тебя поздравляем. Умничка. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог этой семье начать новую, светлую жизнь в красивом и комфортном доме. Наш проект продолжается, ведь очень много семей нуждаются в помощи. И мы надеемся, что все больше людей будут осознавать свою социальную ответственность и помогать детям, улучшая не только их жилье, но и качество жизни. Я безумно рада, что я смогла помочь этой семье. И это все благодаря большому количеству людей, которые присоединились к моей инициативе, которые согласны со мной в том, что каждый ребенок имеет право на комфорт. Присоединяйтесь к нашей команде, давайте помогать им вместе.